Всем огромный привет, с вами Ксюша, и сегодня я хочу обсудить самые главные бьюти-тренды 2024 года, а точнее говоря лето, но я думаю, что многие перетекут и далее, в осень, зиму. Я немного приболела, поэтому мой голос слегка повзрослел. Я выбирала тренды, которые наиболее применимы в жизни, но и также захватила парочку интересных. Давайте начнем с макияжа и, во-первых, губы. Мне кажется, на них делается сейчас один из главных акцентов, и помимо того, что сейчас популярны ухоженные, такие увлажненные губы с сиянием, то есть для этого можно использовать ночные маски для губ, блеск для губ, гигиенички. Также параллельно набирает популярность такое течение, как желейные губы. Это такие пухлые губы. В центре мы наносим либо карандаш, либо помаду, которые практически под цвет губ, но немного темнее. Слегка растушевываем и поверх наносим либо блеск, либо такое специальное желе для губ. Но выглядит это максимально мило, я бы даже сказала немного необычно, потому что я это мало у кого пока что видела. Во-первых, я видела это у кореянок, поэтому это течение больше пришло именно из азиатской культуры, но и у нас это все чаще встречается. Следующий тренд для губ — это Frosted Lips. Он пришел к нам прямиком из 90-х годов, но также он пересекается опять-таки с блеском губ, но уже блеск, который уходит не в такую увлажненность, сияние, а больше именно в перламутровые оттенки, такие с ноткой, может быть, металлика. То есть как раз-таки описывает свое название — это замерзшие губы. И я думаю, именно летом это выглядит наиболее остро, потому что как бы не сочетаются замерзшие зимние губы и лето. Буквально, мне кажется, с апреля это начало входить в тренды и вот так вот подхватываться пока что единицами. Но есть также противоположные течения вот этих вот всех течений с сиянием. Это амбре, губы гранж, то есть что-то такое более дерзкое, что-то более такое вечернее, контрастное. Это также сейчас является в тренде, можно составлять как полные гранж образы, так и делать акцент конкретно на губы. Еще про один акцент. Кажется, сейчас самое время вспомнить красные губы, потому что именно они потихонечку начинают возвращаться в тренды. То есть, конечно же, это такая некоторая классика, но я помню, что одно время это был прямо вот тренд, и кажется, сейчас это вновь будет возвращаться. Далее давайте поговорим про щечки. И, во-первых, это персиковые теплые оттенки. Я думаю, они не только хорошо сочетаются с летним теплым сезоном, но и также это главный цвет года, как я вам уже рассказывала ранее, персиковый пушок. Поэтому, если вы раньше избегали этот цвет, вы, например, выбирали только розовые, холодные оттенки, то попробуйте, хотя бы протестируйте в магазине, и, возможно, именно благодаря этому тренду у вас появится новый экспериментальный макияж, который вам в итоге пойдет и раскроет вашу ежедневную рутину по-новому. Далее, кокетливые румяна или же румяна а-ля, будто вы сейчас пришли с мороза. То есть это выглядит так, как будто вы вот в детстве ходили кататься на горке, вы так хорошо покатались, побегали, поиграли, пришли с мороза, и вот такие вот вы румяные. Конечно, на повседневку я бы использовала этот тренд, но все-таки наносила не так много румян, но наносила их на щечки, на носик, чтобы создавался естественный румянец. Также летом 2024 года у нас немного меняется игра в плане нанесения румян. То есть, если в прошлые сезоны мы экспериментировали и начали наносить румяна вот в эту зону, то есть практически скулы, практически там, где мы наносим хайлайтер, плюс румяна переходили вот сюда, но все-таки сейчас возвращаются румяна на свое место. И наиболее актуально румяна наносить именно на яблочки, именно вот сюда вот на щечки, и уже, возможно, остатками проходиться чуть-чуть по скулам, чтобы соединить оттенки. Кстати, хочу рассказать вам, как определить именно ваш тон румян, который вам 100% подойдет. Вы берете пальчики и просто щипаете ваши щечки. Через время они становятся такими румяными, и вы смотрите на оттенок. Этот оттенок 100% ваш, без любых экспериментов, без любых трендов. Вот этот оттенок точно должен быть в вашей косметичке. Также в категории щечки я хочу упомянуть веснушки. Конечно же, в преддверии лета многие начали вспоминать об этом течении. И это происходит не только за счет того, что это мило, но и просто это сочетается со всеми основными трендами и, можно сказать, вписывается в общую картину трендов 2024 года. Поэтому, если природа вас наградила веснушками, то не скрывайте этого, а наоборот подчеркивайте свою красоту. А если у вас нет веснушек, но вы всегда хотели, то почему бы не поэкспериментировать и не подрисовать. Далее давайте поговорим про глаза. И, во-первых, тот самый тренд, который появился еще, может быть, где-то зимой, но тогда его было не настолько актуально использовать. Я сейчас, конечно же, говорю про влажные веки, сияющие текстуры. Не знаю, насколько практична конкретно влажность. Для фотосессии это точно супер классный, супер такой интересный вариант, но на каждый
каждый день я предпочитаю просто хайлайтер, то есть добавить сияние, добавить свежести взгляду, то это отличный вариант. Второе течение — это металлик. Я бы даже сказала такой мягкий металлик, так как в 2023 году у нас был прямо один из главных трендов в одежде — это металлик, да, мы создавали при помощи него акценты, может быть юбка, может быть какой-то аксессуар, там шапочка. Этим летом именно в макияже это начало использоваться. То есть этот тренд придает детализации нашему образу. Но на ежедневную основу я как раз-таки затронула именно мягкий металлик. То есть он не такой яркий, и это что-то между влажными веками и таким прямо сильным серебристым металликом. Я думаю, это подойдет как на какие-то праздники, может быть выпускной, день рождения, так и на ежедневную основу, если наносить более легким таким слоем и сочетать его с одеждой. Следующий тренд, мой самый любимый, это натуральные ухоженные брови. То есть они не слишком широкие, не слишком тонкие, при этом без ламинирования. То есть такие натуральные, естественные брови. Конечно, есть сейчас небольшая зацепка на тонкие брови, потому что многие, например, инфлюенсеры, звезды используют эту фишку, да, как тонкие брови. Но все-таки я думаю, что он у нас не сильно приживется, потому что все помнят, как было тяжело отращивать те самые тонкие брови из 2000 года или какой-то год был, когда все это попробовали, все выщипали себе ниточки и потом отращивали также все вместе. Следующий тренд — это акцент на ресницы, то есть такие красивые распахнутые реснички, которые видно прямо издалека, но при этом не такие слишком кукольные, хотя кукольные тоже были, но мне кажется, они больше подходят для сцены, для каких-то интересных образов, а на каждый день можно просто создать яркие, красивые реснички. Но при этом, ребята, не торопитесь. Второй тренд, противоположный ему, это отсутствие туши. Этот тренд я также очень люблю, потому что где-то последние 2 года я очень редко использую тушь для ресниц, потому что иногда кажется, что тушь утяжеляет взгляд, а без туши создается тот самый мягкий образ на каждый день. Но если вы хотите попробовать что-то для себя новое, возможно, раскрыть свою внешность с новой стороны, то попробуйте походить без туши, сделать акцент на сияние, на уход за собой, например, на губы, на румяна. Возможно, вам этот тренд откликнется, и вы почувствуете себя уверенно даже вот с таким новым образом. Мне нравится создавать дома уют, находить красивые и функциональные элементы декора. Это сразу придает комнате теплую и комфортную атмосферу. И в особенности весной я люблю вносить обновления и делиться своими находками с вами, будь то красивая чашка или тумбочка. И частенько я нахожу классные вещи на Мегамаркете. Это маркетплейс, где собраны миллионы товаров из 20 основных категорий. А в честь дня рождения Мегамаркета до 13 мая действует повышенный кэшбэк на мебель до 70% бонусами. Например, я заказала минималистичную бежевую банкетку и удобное зеркало с подставкой для украшений. Покупки вышли на 6300 рублей, а кэшбэк составил более 2800 бонусов Сбер Спасибо. Ими можно будет оплатить до 99% от стоимости следующих заказов. А для подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс выгоды еще больше. Кстати, доставка на Мегамаркете бесплатная и уже в 118 городах доступна по клику от 15 минут. То есть товары сначала поступают к партнеру маркетплейса, а затем по вашему клику их быстро привозит курьер. Чтобы ваши покупки были еще приятнее, делюсь промокодом МегаУдобно, который подарит скидку 1500 рублей при первом заказе от 5000. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и создавайте уют выгодно с Мегамаркетом. Сейчас, мне кажется, поговорим про самое интересное – это направление в макияже. Если что, я постоянно смотрю в эту сторону, потому что у нас сегодня такой живописный вид, очень красиво на улице, и я прямо отвлекаюсь и любуюсь. Так вот, первое течение, оно, наверное, одно из самых известных – это влажный сияющий макияж. Ему характерна здоровая сияющая кожа, хайлайтер, такое внутреннее свечение, блеск на губах. Долго останавливаться на этом течении не буду, так как многим оно известно, оно перешло из прошлых сезонов, и оно многим откликается, в том числе и я, любимица просто этого макияжа, потому что мне нравится его посыл. В первую очередь это уход за кожей, уход за своим внутренним состоянием, питанием, достаточное количество воды, и как следствие это сияющая изнутри кожа. Второе течение это корейский макияж. Я вдохновленная вернулась из Кореи, поэтому не могла была о нем не сказать, но речь пойдет не только о корейском макияже, но и о дуюн макияже, который пришел прямиком из Китая. У них очень похожие акценты и такой получается
получается общий единый трендовый макияж. Во-первых, он характеризуется сиянием, во-вторых, румянцем, причем румянцем тем, который подходит именно вам, то есть это разные оттенки могут быть. Губы тоже такие скорее сияющие, может быть желейные. Также используются двойные стрелки, то есть не только сверху, но и от нижней линии век тоже продолжается небольшая стрелка. Также милый акцент в этом макияже — это красный носик. Именно не там, где поцелуй и солнышко могут быть, а именно вот здесь. Звучит забавно, но в реальности выглядит очень мило. И самая главная фишка, которая отличается, мне кажется, от всех других типов макияжа, это касается глаз. Так как у азиатов зачастую не бывает двойного века, то есть здесь такое единое нависшее веко, при помощи макияжа они стараются увеличить свои глаза. Так вот, как они это делают? При помощи нижней части глаз, то есть вот здесь вот под глазами. Во-первых, они наносят хайлайтер на выступающую часть глаз, а чуть ниже они наоборот рисуют тень. То есть получается такой объем глаз и, соответственно, глаза визуально выглядят больше. Раньше, когда я смотрела фотографии корейского макияжа, я не могла было понять, вот какая-то у них есть изюминка, которая придает им вроде бы милый вид, но в то же время так вот необычный. Так вот, только сейчас, когда я начала больше вглядываться, я поняла, что именно эта фишка придает такую изюминку корейскому макияжу. Следующее течение — это балет кор. Так как сейчас в целом балет пользуется популярностью, вот эти вот отсылки именно в балетную тему, начиная от балеток, заканчивая бантиками, то образовалось течение и в макияже, которое получило название балет кор. Это такой макияж, где сочетаются оттенки розового, сияния, и при этом все это на грани яркости, то есть на грани со сценическим. Но этим он неплох, этим он просто выделяется. Он привносит какие-то новые чувства, новые ощущения к макияжу, но при этом и такой макияж можно применить в нашей жизни, просто сделать его менее насыщенным. То есть взять основные фишки, акценты и адаптировать их под себя. И мне кажется, что такой макияж больше всего подходит на свидание, где вы такая вот нежная, милая и, может быть, даже идете на свидание в балет. Следующее течение — это ягодный макияж. Мне кажется, он самый классный на лето, потому что, знаете, он имеет дух того, что вы только что просто объелись клубники и лицо немножечко измазали. Но измазали не просто так, а эстетично. Вы использовали клубничные оттенки, наносили на щеки, далее нанесли на губы, но при этом растушевали, чтобы выглядело более мягко. Получается очень легкий повседневный макияж, но лаконично вписывающийся в летнюю атмосферу. Следующее течение — это офисная леди, также этот тренд называют офисная сирена. Это трендовое течение, где сочетается классика с такой некоторой дерзостью, но все-таки сочетанием с мягкостью, потому что это образ умной девушки-леди, но которая знает себе цену, которая вот такая вот при этом внутри сильная духом. Один из примеров — это образ Жизель Бюндchen в фильме «Дьявол носит Прада». Как раз-таки недавно пересматривала. Также в последнее время Белла Хадид часто появляется именно в этом образе. Здесь характерен макияж, который вроде бы базовый, такой натуральный, нейтральный, но есть акцент либо на глаза, либо на губы. Также обязательный атрибут, который сразу же уводит макияж именно в это направление — это очки. Далее давайте обсудим волосы. Давненько с нами в моде пряди у лица, какая-то удлиненная челка, то есть вот какое-то здесь обрамление. Но сейчас есть определенное течение, это челка Джейн Биркин. Это тот самый образ, вдохновленный 60-ми, 70-ми годами. Это такая неровная челка, которая начинается вот здесь посередине, далее обрамляет бровь, то есть она может идти немного выше, либо немного ниже, но суть в том, что она вот так огибает и дальше уже вот здесь спускается. Также я могу отнести эту челку не только к трендовым, но и к тем самым стрижкам, которые могут поменять вашу форму лица. Точнее говоря, как-то подкорректировать, немного изменить. Я поняла, что эта челка впервые влюбила меня в себя у Лили Коллинз, героини Эмили в Париже. Также у Энн Хэтэуэй в одно время тоже была такая челка. Следующее течение. Вы думали, что я его не назову? Но я его назову. Это каре. Разные его вариации, разная длина. Никак не уходит оно от нас. До сих пор оно абсолютно популярно. Мне кажется, это основано на том, что оно такое яркое, выразительное и подходящее нашему времени. Время некоторой легкости, свободы в своих решениях. Я до сих пор вспоминаю ту легкость, когда я отстригла каре. Легкость, когда ты моешься. Знаете, это вот легкость по жизни сразу же. Хоть у меня сейчас и не каре, но я с теплотой вспоминаю эту стрижку. Одна из вариаций каре, на которую я хочу
хочу сделать акцент, это итальянский боб. Ему характерны объем, движение, такая небольшая хаотичность, при этом многослойность и изгибы у лица. Длина такого боба может быть как начиная от подбородка, так и заканчивая ключицами. Один из ярких примеров, у кого была такая стрижка, возможно, есть и сейчас, это Зендея. Далее давайте поговорим про более длинные волосы. Если стрижка волов как-то вот так плавно от нас уходит, то стрижка бабочка до сих пор с нами остается именно вот на длинные волосы, на средние, потому что при помощи нее можно создать разный образ. Вы собираете волосы, да, можно их полностью практически собрать, если у вас спереди пряди не экстра короткие. Также можно распустить и уложить их в локоны. Можно создать более объемную прическу. Конечно, зависит от вашего типа волос, но все-таки в большей мере это именно многогранная и интересная стрижка. Еще одна стрижка прямиком из 60-х, 70-х, это сочетание каре с длинной бабочкой. Получается такая средняя длина, золотая середина, и она привлекает не только своим интересным видом, но и более простым уходом за такой прической. То есть здесь легче создать объем, легче в целом ухаживать и мыть волосы, если уж говорить про такие детали, но если их опускать, то в целом это просто выглядит актуально. У кудрявых волос я заметила тренд, это округлая укороченная стрижка, и получаются такие яркие упругие кудряшки. Если говорить про окрашивание, то что касается блондинок, русых, в прошлые сезоны мы часто замечали такие пепельные цвета, многие девушки старались именно убрать желтизну, то в новом сезоне наоборот приветствуется мягкий золотистый оттенок. То есть будто бы ваши волосы слегка обгорели на солнце, но я думаю, естественно, так и происходит. Еще один тренд, это несмотря на то, какая у вас стрижка, какая у вас длина волос, идет акцент на блестящие волосы, на переливание вашего натурального цвета, уход и здоровье наших волос. Поэтому если на данный момент вы не хотите экспериментов, то возможно стоит сделать акцент именно на этом. Также среди трендов активно используются аксессуары. Из балет-кора нам пришли бантики, такие некоторые ленточки, различные крабики, косички, которые могут вот так хаотично появляться, да, все волосы распущенные. Плюс одна прическа, которая вам точно знакома либо из детства, либо вы ее используете дома, это мальвинка. То есть верхнюю часть волос мы просто собираем, а остальная распущенная. Так вот, на летних показах 2024 года некоторые дизайнеры использовали именно эту прическу. Например, она была у Джиджи Хадид на показе Versace. Теперь давайте поговорим про ногти. И, во-первых, это желейные ногти, прямо-таки как в макияже. Это получается милые воздушные ногти, которые, ну вот прямо как мармеладки, хочется просто съесть. И они так игриво сияют на пальчиках, при этом не слишком ярко, и мне кажется, может подойти на каждый день. Также среди трендов это вроде бы натуральные длинные ногти, но с сиянием, именно с хромированным сиянием. Оттенки такие более нежные, более нейтральные. Следующее течение пришло к нам из макияжа, и это балет-кор. Здесь чаще используются нежно-розоватые оттенки с какими-то блестками, может быть с бантиками. Далее персиковые цвета, собственно, как и главный цвет года. Тем более, что на лето, мне кажется, этот оттенок на ногтях будет смотреться очень даже нежно, выигрышно. Мой самый любимый тренд — это невидимые ногти. Его можно интерпретировать в двух вариациях. Первое — это когда лак подбирается под цвет ногтевой пластины, то есть он практически незаметен, получаются просто такие ухоженные ногти. И второй вариант — это полное отсутствие лака, собственно, как у меня сейчас. Я иногда использую прозрачный лак, но в основном у меня всегда такой натуральный вид ногтей. Если вы имеете к этому скептическое отношение, то могу вам назвать огромнейший плюс. Это то, что такой маникюр подходит к абсолютно любому образу. То есть, как бы вы ни оделись, вам 100% не нужно думать, сочетается ли этот образ с маникюром. Последний раздел — это духи. Так как я в этом деле начинающая пока что, то я выбрала лишь два тренда. Первый тренд — это чайные ароматы, зеленый чай. И как раз таки недавно мне попался в магазине аромат Зелинский розен, в котором были бергамот, зеленый чай, сэндалвуд и что-то еще. Это был такой приятный, нейтральный аромат, и я подумала, как классно будет на лето. К концу видео я немного потеряла свой голос, знаете, как русалочка, которая будет ходить сегодня весь день и молчать потом. Поэтому сейчас я буду говорить немножечко тише, таким, знаете, шепотом. Второй тренд в духах — это наслоение ароматов. И лучше всего, мне кажется, получается, когда вы берете не двое разных духов, а когда вы, например, используете парфюмированный лосьон, плюс сверху уже брызгаете духи. Ну, к примеру, на теле у вас может быть такой ванильный сладковатый аромат, а сверху вы брызгаете цветочные или цитрусовые духи. То есть это такой самый базовый, простой вариант. Но в реальности, на практике, я думаю, могут получаться классные, интересные варианты. Поэтому почему бы не экспериментировать, тем более, когда вам надоели вроде бы все ваши духи, а покупать новые не хочется. Вот так вот можно использовать старые и экспериментировать. Буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео оказалось для
вас полезным. В свою очередь желаю вам не болеть, потеплее одевайтесь, потому что май у нас очень переменчивый. То у нас 20 градусов, то 5. Сегодня ночью у нас, по-моему, был вообще -1 градус, а батареи отключены. Мне кажется, собственно, из-за этого я и заболела. Кстати, еще хотела вам сказать, я очень редко что-то вас прошу сделать, но в этот раз хочу попросить вас включить уведомления. То есть нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой «Подписаться» внизу под видео. Именно тогда вы будете получать уведомления о моих новых видео. Потому что, как оказалось, многие даже не знали, что мы с Лешей ездили в Сеул, на Мальдивы, а я там снимала длинные влоги, прям практически по часу, делилась всеми кусочками, всем своим счастьем, всеми эмоциями. Поэтому, чтобы не пропускать новые видео, проверьте, чтобы у вас были включены уведомления, а также нужно прямо в настройках YouTube тоже включить уведомления. Я вас обнимаю, желаю прекрасного дня и классного стильного лета.